Если ты обладательница короткой ногтевой пластины и хочешь, чтобы твои руки выглядели красиво, тебе обязательно нужно попробовать наращивание ногтей. Сегодня будем делать акриловое наращивание. Оставайся на моем канале Vionel Art. Поехали! Итак, как я уже говорила, сегодня работаем со сложными ручками. Клиент хочет наращивания. Можно в данном случае использовать три варианта. Это наращивание на верхние формы Dual Forms, экспресс-наращивание на гелевые типсы, кстати, это самый легкий способ. А также подойдет использование акрила. И сегодня я покажу акриловое наращивание ногтей на нижние формы. Итак, поехали. Проводим стандартную подготовку ногтевой пластины и далее приступаю к выполнению комбинированного маникюра. Для поднятия кутикулы я использую безопасную фрезу. Работая на скорости 15 тысяч оборотов, работает только на реверсе. Конечно, можно сперва пройтись на форварде, затем на реверсе, то есть сперва в одну сторону, затем в другую. Но мне удобнее сразу в один проход пройтись на реверсе, и кутикула сразу поднята. Кстати, подчеркну, конечно, для новичка лучше сперва попробовать в одну сторону, затем в другую, так сказать, прочувствовать фрезу. Затем фрезой пламя очищаю птериги, скорость работы от 10 до 15 тысяч оборотов. Сперва на форварде, затем на реверсе. Ножницами срезаю кутикулу, раскрытие лезвия на 1-1,5 мм и продвигаюсь маленькими короткими шажками вдоль кутикулы. Я не спешу и полотно ножниц ставлю под 90 градусов. Вот так красивенько у нас кутикула и срезается. Все, готов. Затем с помощью фрезы шар полируем наш ноготок на скорости 5000 оборотов. Работаю поглаживающими движениями, не давя на фрезу. Далее обезжириваю ногтевую пластину, промазываю праймером и подставляю нижние формы для наращивания ногтей. Наращивать буду в технике одной капли, значит мономера набираю на кисть достаточное количество. Сильно я кисть не отжимаю, чтобы акрила хватило на выкладку целого ногтя. Работаю быстро, не вожусь с материалом, это, так сказать, не гель, где можно туда-сюда кистью его ялозить. В общем, работаю быстро, так как акрил имеет свойство застывать в течение 10-15 секунд, а нам за это время нужно выложить целый красивый ноготок, тем самым помочь себе в предстоящем опиле. Что хочу еще добавить, что быстрота работы с акрилом является одним из нюансов, который будет вам помогать в дальнейшей работе с акрилом. Наш ноготок почти готов. Прихлопывающими движениями завершаю данную процедуру. Зажимаем наш ноготок, формируем архитектуру ногтя. Нужно снять форму, чтобы закрепить зажим прищепкой. Оставляем прищепку до полного высыхания акрила и затем проводим опил по форме овал в стандартной технике.
Далее я сделала дизайн. Ну что, по итогу моя клиентка осталась довольна результатом, так как ее ручки стали выглядеть красиво и элегантно. Ну а вас, дорогие подписчики, благодарю за просмотр. Если кто забыл подписаться, обязательно подпишись, так как я уверяю вас, ждет много полезной информации. Всем удачи, пока-пока!